Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Наконец-то мы дождались. Метро Exodus или Метро Исход сегодня вышло, и мы будем ее проходить. Сказать, что эту игру ждали все, это ничего не сказать. Сколько в последнее время про нее ходило слухов, и про завышенные системные требования, и про то, что она ушла со Steam в магазин Epic Games Store. В общем, куча в последние месяц-полтора про нее было разговоров. И вот, наконец, она вышла. И у нас с вами есть шанс ее, наконец, попробовать. Не будем долго разговаривать, поехали. Уровень сложности. Ну, давайте нормально. А там посмотрим. Как мы видим... Хотя, ладно, давайте посмотрим заставочный Я еще ролик. помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом, и я это помню. Все миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Так.
Мы вошли с вами в игру. Очень крутой ролик, интро. Надо, кстати, сейчас со звуком посмотреть, как там. Это, походу, Москва. Точнее, то, что от нее осталось. Как будто большое цунами прошло. Да, и сгреблось в кучу все машины. Автобусы, даже вон танки есть. Все замерзло. Да, надо все-таки звук потише, наверное, сделать. Темно. Так. Звук. Вот так вот. Ага, фонарик. Что у нас здесь? Нули вон какие-то. Справа у нас появились. Так, нет, это нам не надо. Steam. В чем неудобство вот Steam, то что такие вот окошки появляются. Ага. Зверюшки уже бегают. Ждут нас. Поджечь паутину зажигал. Ох. Уйди от меня. Вулканы тут всякие лазят. Тут нельзя пройти. Что тут только что было? О, патрончики. Ничего себе, анимация какая продвинутая. Неплохо. Ага. Здесь зверюшки есть. И тишина. И мертвые с косами стоят. Вон они бегают. Блин, а что такой тусклый фонарик? Стрельба где-то идет. Что эти за циферки справа? Страшно идти. Оба-на! Иди отсюда. Сколько я вас таких тварей тут поубивал. Ты еще влез. Так, сейчас секундочку. Надо посмотреть, как у меня там все-таки звук на стриме, потому что играть-то мы будем довольно долго. Страшно идти.
Оба-на! Иди отсюда. Ну, в принципе, нормально. В принципе, все нормально. Со звуком у нас. Едем дальше. Вот так. Блин, как страшно-то. Кто его знает, что еще за времени, пока игра делалась, тут развелось. Что, все? Чайничек. Кто-то поставил. Ё! Блин, а шустрые какие. Они прям явно подросли в скорости. Не видно же ни черта. Даже с фонарем. Страшно-то как. Так. Да что это за... Потухло все. Где ты? Пулемет. А нельзя его снять и пойти? Сейчас еще придут. Я прям чувствую и слышу. Дайте мне выйти. Быстрее, быстрее, вали отсюда. Вали давай. Иди отсюда, у тебя нет билета здесь. Сколько же у вас тут развелось-то, а? Свои, надеюсь. О, знают меня. Артём, какого хрена? Ранен! Артём, держись, дружище. Его, считай, помяли только. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чего темно, начальник? Ночь на станции. Но врачам я сказал. Понял, открывай тогда. Ждут. Вперед! Надо, наверное, еще и посветлее сделать. Что-то прям очень темно. Опять Артём по поверхности шастал. Делать ему дураку нечего. Прикути язык. Он же нас спасал. На Бонда 6. Куда дальше? Знаешь, как Налево, контузило? через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Брось, Дамир. Пусть учится защищаться.
Как В тебе метро убить? слабакам не выжить. подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Крови. Ага. Артём, проснулся наконец-то. Ванька. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. То я Папа, тоже. не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Если не мы, то кто, да. Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в Полис. Пойдем, надо поговорить. Тут мельник тут. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Конечно, Ну, конечно. скоро да. увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Согласен. Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Этот мельник похож на полковника Кворича из Аватара. Кто помнит, смотрел Лайк. О, книжечка. Черный Артем. 2009 года. А, ну да. До поступления третий раз уже. Рецидив ЛБ, легкая форма, ориентированная доза, 1,5. Как это называется-то? Рентген, что-то там, прогноз благоприятный. Т-т-т-т-т, постельный режим и запретить выход на поверхность на год минимум. Ну же, вы же знаете, что меня не удержать здесь. Так. Вроде гамму-то я выставлял, а все равно как-то... Только вот на поверхность слишком темновато. рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Самое интересное, это вот Служба, интерьер. Они так и дальше будут. А Как тут сколько, всё по-твоему, можно высидеть под землей? устроено. Да сколько угодно. Вон сколько лет. Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Сколько нас останется? Конечно, возьму, пацан. 10 Только лет. поправляйся. Сейчас уже шить нечем. Про препараты я и не говорю. Артем на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет переливанием, в который раз отделался. Но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут, что тогда? Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. Внизу мы ничего не высидим. Запасы кончаются, да и нас все меньше. А мутантов все больше. Они все крупнее. Если вы падаете под отстрел, рано или уже обновлял. Деваться, понятно, все равно некуда. О, О, какие люди, Артём! Здоров, как бык, но ты, брат, Князь, конечно, подвинься. дал. Тёмыч,
Как ты, дорогой? Забыл, что это играет. Ну сейчас устроим. Артёмыч! Еще Так. пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там в госпитале, сестричка? Ну ты как всегда. Оставьте парня в покое. С возвращением, Артем. Зона. Ладно, все, разошлись. Ну реально Кворич. Часа на все про все. А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Че, американец, что ли? Прошлый раз. Оба-на. Мы на поверхности снова. Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зимитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Какой Артём, домой? думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Да блин, ты-то откуда знаешь? Ты далеко же не выходила. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой Ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится? Пойди-ка, тут ничего не валяется интересного. Или тут уже все облутано? Ну мало ли. А, тихо. Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Блин, ты меня так не пугай. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в Полис, а? Отец квартиру обещает. Да какую Потому квартиру? что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем. Да блин, я их даже не видел. Так, Как- давай по одному, чтобы не завалилось. Осторожней. По одному, окей. Выдержала и ладно. Эх, самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Нет. Ух ты. Такое ощущение, что автоматы потяжелели. Чё это за цифра? Теперь вся округа знает, что мы здесь. Ну пошли. Что ж так топаешь-то? Всех тварей разбудишь.
Только этого нам и не хватало. Ёка. Патронов-то хватит у нас. Как-то маловато патронов-то. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, устроим нам захватило создание? Понеслась! Откуда их столько? Так, я пустой. Есть один! Я пустой, понимаешь? Неплохо мы их накрошили. Патроны. Нигде тут не видать. Покрошили. Патроны нужны. Я-то Давай пустой. через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Ну, как кого тут сталкер с патроном не завалялось. Так, а куда идем-то мы? Давай, Тёма, подходи, любимая. Ага. Давай лезь. Черт! Давай ты. О, Анька подрастила Держу. скиллуху. Артём, слышал? Вроде рычали, что-то здоровое. Ничего себе метель! Не видно ни черта! И не слышно! Да-да. Ходим на рации! Мне патроны. А то я только прикладом могу отбиваться. Артём, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Поезд? Реально поезд. Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Вот зараза уходит! Артём, что делать будем? Ну, на ногах ты его не догонишь, это Смотри, точно. наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай к ним. Эй, запрыгивайте! Это чё за фигня? Свои же нас стукнули. Одна дочь орденского командира. Разобрались бы сначала, уроды. Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ах, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Оба-на. Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Вот, а ты Мы не знали. слушала. Думали, мы одни спаслись. Господи, мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся.
Противогазы хоть верните! Че, они расстрелять их, что ли, будут? Шах. Эх ты. Дурак. А мог бы жить да жить. Поехали. Вот и все. Суки какие, а. О, противогаз с него надо снять. Так. Мне бы оружие и аптечек найти. Сначала аптечку хотя бы. Так, куда? Сюда? Нет. И куда? А, под низом, может быть. Точно. Блин, а там вон зверюга торчит. 2 аптечки есть. А, это птицы. Птица — это херня. Ничего тут нет. Мельница какая-то работает. Блин, замучаешь, тут протирать. Дворники надо поставить. О, паровоз. Может, удастся как-то прошмыгнуть? Фонаря нет. Молоток. Как оружие нельзя взять? Ага. Молоточком по черепушкам. Я думаю, заходил бы нормально. Ничего, нас сюда вообще загнали. Видать, сразу провалились. Хана работничкам. Держи выход на мушку. Если что полезет, пали. Офигеть. Они тут готовы стрелять. Все. Надо группу послать. Выход. Внимание! Включение поворотного круга. Что это за круг? Типа они разворачивают паровоз.
Вылезать на поверхность сейчас, наверное, нет смысла. Если не заткнешься, отправишься в котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше, никаких. Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Дед, не сдавай меня. Вы... О, Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так. Анька тут, значит. Помогу. Могу, ты мне ствол достал. Какой-то толк с меня. Это да. Так. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметит и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Хорошо. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Давай. Эй, какого черта тут происходит? Опять автомат выбило, мать его. В генераторной, видать, не дочинили, товарищ сержант. Держите стены. Пусть проверят. Ермак, ты что ли? О, какой ты, Ермак, вежливый стал. Соображаешь, значит. Исправляешься. Что ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Давай, давай, у тебя-то руки точно не жопы. Так. Он с нами? Чё этот Ермак, он с нами или нет? Что-то они тут затевают. Не твое дело. И вообще, кто ты тут встал? Он тебе какой завал еще разбирать. Вопрос он тут задавать будет. Ничего, работай давай. Стойте. Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь, а? Это я про тебя, Семен Михайлович. Чтоб ты забыть, склероз. Эй, Ермак, пора тебе на свалку. Старость не радость, да. Стойте. Выключите лампу. Так, идемте. Ты уже здесь, шустрый дедок. Погодите, погодите. Стойте. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Ну придумай что-нибудь, дед. Попробуйте Я тут отвлечь первый его. раз. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может сработает. Отлично, теперь кидайте. Отлично. Идемте, скорее. Проходите быстрее. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент и пробраться. Я, конечно, постараюсь помочь, но, сами понимаете, боец из меня никакой. Удачи вам. Хорошо, спасибо, дедок. Ох, чую, пристрелят тебя за твои благодеяния.
Ой, Танька, походу. Ага. Думаешь, он не знает? Думаешь, твой папашка не в курсе? О, Да он наших бойцов обучает. Кто лучше него сможет, а? В эфире лишь вой помех, белый шум и пустота. Как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. Погодите, погодите. Стойте. Ага. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Игра, походу, забагованная немножко. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может сработает. Сейчас. Как там у нас стрим идет? Все нормально. Так, прошу прощения, что так вышло. Но это не моя вина, походу. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. Идемте, скорее. Это как? Погодите, погодите. Стойте. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. Угу. Идемте, скорее. Давай, дед, только в этот Проходите раз быстрее. без вылетов. Давай. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент и пробраться. Я, конечно, постараюсь помочь, но сами понимаете, боец из меня никакой. Удачи вам! Сами видели, что версия игры 1.0.0.0, то есть ни патчи, ничего, никаких исправлений. Давай, души его нафиг. Ага. Артём! Господи!
Живой, живой. Ты ранен? Только не ори. Жетон Хантера выдержал пулю. Эх ты, тварь. Не дергайся. Ага. Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот. Что? Глушилка. Москва не слышит никого. И Москву никто не слышит. Твою ж мать! Ага. Ты слышишь, Артем? Ты понимаешь, что ты был прав? Да, конечно, я прав. Мужик, он всегда прав. Там не только Россия, там весь мир, Артем. Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет! А вы как дети малые! Сучёныш. Скоро вся охрана здесь будет. Черт! А, не стреляйте! Тихо, а. Тёма? Дед нам оружие принес. С вами! Бежать вам надо! Ваше, оно вместе лежало, я и умыкнул. Не наш, но сойдет. Надо бежать, пока они не разобрались. О, ножичек. Охрана. Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда. Аник офигевший совсем. Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите, главное, проберитесь в ангар, а там Бог даст, вывезу вас. А меня не знают, внимания не Андрей обратят. Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Спасибо, дед. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. С глушаком, кстати. Блин, 3 патрона каких-то жалких. Ага, и сами они такие затопали. Вот входит вертушка их высадила. Высадила и обратно ушла. Здесь! Здесь он! Тома, держись! Началось! Прикрываю! Черт, справа, с другой стороны. А почему я не попал-то? Странно. И фонарик не включай зря, могут заметить. Три патрона. И тут 9. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Где ты меня сверху прикрываешь? Ага, и сами они такие затопали. Вот входит вертушка их высадила. Высадила и обратно ушла. Бабка агента? Пусто? Под гражданской площадью. Ты, салага, думаешь, неделю физарезных и уже понял все? Ладно, ничего. Увидим. Тут походу встречи. Вот и хорошо, но бдительность не теряй. Ну и колоти. Колотик всего. Да ладно, это переживет. Эй, что там такое?
Так. Началось! Прикрываю! Ну, прикрывай. Ух ты, вот это меня быстро нашли. Еще один! Я не вижу. А, он вон там где-то, да? Блин, ну патрон неохота тратить. У меня патронов просто нет. Ага. Еще один! Не вижу. Что он все без патронов-то В командном центре произошла диверсия. Артем, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без Артем, ангар предупреждения. рядом. Можно Рабочему прорваться. персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Там наверху, да? Пошли отсюда. Артем, отлично. Мы внутри. Все, Артем, снимай противогаз. Теперь осталось найти Ермака. Что у нас тут? Так. Та-та-та-та-та. Совет обороны. Понятно. Патрончики нам нужны. Так, а куда идти? Ножички? Хорошо. Ага, вот и паровоз. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Артем, попробуй через яму. Только осторожно. Людей теряем! Блин. Вон он! За плитами! Ах ты, черт! Прикрываю. Блин, я думал, его там не видно. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Может, с этой стороны попробовать? Подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Артем, попробуй через яму. Только осторожно. Через яму? Но вообще, товарищ капитан, вот он какой-то. Чего это его понесло паровоз проверять? У нас тут ЧП, да и выезд у него только завтра. Разберем. Нейтрализуем диверсантов и с ним по душам. Так точно. Много он себе позволяет в последнее. Группа А, доложите готовность. Группа В, продолжайте патрулирование двора и генераторной. Группа А, проверьте зону ветряков.
Продолжаем. Снова игра у нас вылетела. Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под Да землей. давай. Но мне не верят. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Артём, попробуй через тему, только осторожно. Как скажешь. Но вообще, товарищ капитан, вот там какой-то... Сегодня его понесло в паровоз проверять. Да и выезд у него только завтра. Внизу! Противник! Вон он! Санитары сюда! Тебя заметили, прикрываю. Начинается. Откуда ты меня гасишь-то? Блин, а как ж тут пройти-то тогда? Не надо было, наверное, того правого рубить. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. А я тебе говорю, там за воротами шумело в карман под охраной. Так точно, Виктор за ним присматривает. Но Вот вообще... этого нам не надо было рубить. Какой-то Ермак. Сегодня его понесло в паровоз проверять. Да и выезд у него только завтра. Разберем. Группа А, доложите готовность. Группа В, продолжайте патрулирование двора и генераторной. Группа А, проверьте зону ветряков. Потеряна связь. Ой, охрана здесь. Теперь, небось, еще не будет. Так, а как под паровоз-то пройти? Ага, вы. Так что это демоны, чё? Группа Д, занять генераторную. Ага, вот и славно. Не придется геройствовать. Подождем, пока они уберутся. Ты чего, Ермак, в бутылку лезешь в последнее время? ЧП же, перемещение гражданских запрещено. Ну да, а паровоз ты же меня готовить будет. Угу. Ты тупой или притворяешься? На кой тебе этот паровоз дал? У тебя будет только завтра по плану был, а теперь и вовсе непонятно когда. Так что сиди смирно. С тобой потом отдельная беседа будет за нарушение правил. Да. Когда-то вообще был так спокойно? Что-то не припомню. Да, побыть для разнообразия в спокойном месте — это, конечно, красота. Так, надо нам вот это убрать просто, и все. Тихо, бесшумно. Все чисто.
Молодцы вы, добрались все же. Добрались. С вами все в С порядке? багами, но Да, добрались. спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрите. На шум вся база сбежаться может. Еще охрана, отбивайся! Что ж ты? Сейчас он вылезет. Сейчас я его сам сниму. Что, сдох? Сам? Потери крови? За бочками смотрите! Шум вся база сбежаться может. Еще охрана, отбивайся! Да что там? Не попадает. Да блин, какой шустрый, а? Пистолет дурацкий. Все, снялся. Артём, быстрее включай поворотный круг! Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Противник внизу! Резко вообще резко. Чё-то я прям отвык. Врубай поворотный круг! Свет отключить. Сейчас врубим, чтобы они нас тут не видели. Артём, быстрее включай поворотный круг! А то мы тут у них как на ладони. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Вот он! Мать вашу, паровоз, погоди! Выключайте генераторы! Выключайте! Черт, что делать будем? Прижал, говоришь? А они меткие собаки. На нормальном даже уровне сложности.
Чё это? Держи, Сенька. Ничего себе. Ты как, живой? Ребятки, на платформе ручной привод есть. Артём! Анька, молодец какая. Отбиваемся! Блин, еще и сгори. Чтоб тебя, а? Думал, там можно пройти. Не, автоматы стали явно тяжелее, вот прям чувствуется. Еще охрана, отбиваемся! Что-то повернуть Все, надо, да? давай вместе! Еще немного! Есть! Че, паровоз поехал? Надо запрыгивать. Артём, давай! Отлично. Наверх, скорее сюда. Они ворота снесут! Надо бы противогазы надеть, может, изоляцию повредили. Мы вырвались! Поезд сперли, офигеть. Твою дивизию. Газом настраивает. База, взяли машиниста с двумя сообщниками. Прием. Понял, база, конец связи. Не успели убежать. Машиниста. Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело. Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе все разъяснит. Товарищ полковник, тут такое... Папа! Это полковник. Это мы! Помогите! Аня? Какого черта? Артём! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер. Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Черт. Оба-на. Так это правда? Ты на них работаешь? Они Помолчи. Артёма стреляли! Как вы Они... тут оказались? А, впрочем, неважно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не оставишь. Зашло, Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ Там, в котловане, люди из других городов. И Так, тут их всем всех, молчать! женщин, Потом детей. объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке Не мне отношения решать, сам знаешь. не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артем, Аня, это же наши. их не бросает. Сэм. Если не мы, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед!
Артём, пошли выйдем. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! Все, баба в ярости, ее не трогать. И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всем... Ох ты! Еще один! Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. Еще один поезд, ты смотри. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько же на нем брони навешано. А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все Не говори. Это было последнее предупреждение. Немедленно остановите локомотив. О, черт! Ты как? Порядок? Царапина? Останавливайся! На тормоза тут ни к черту. Ермак, начинай избавлять ход. Пусть думают, мы послушались. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы им только краску поцарапаем. А если их внутри? Взрывчатки маловато. Разве что всю в топку им засунуть. Товарищ полковник, разрешите мне? Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Ха-ха-ха. Конечно, я пойду. Он эту кашу заварил ему и расхлебывать. Артем, как притормозим, прыгай. А я этого пока отвлеку. Ты что ли, Яков Борисович? Я. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так а мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство. Ты охренел, паскуда? Меня в предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Класс. Классно. Супер классно. Да-да-да. Это, ребятки, у нас вылетела игра. Кто не в курсе, есть такие вещи. И от них никто не застрахован. Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, Чем друзья. задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство. Ты охренел, паскуда? Меня в предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас! Мы вам столько лет служили верой, правдой! Кровь лили! Врагу продался, а не нас дотла, а ты!
Я всю свою жизнь служил и служить буду. Всегда. Я сдохну, если надо. За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида. Сближайся! 13-й быть начеку! Ваше время истекло, полковник. Тормозите, суки! Ну, сука! Ну все, теперь ты доигрался. Теперь и тебя, и прихвостней твоих, и дочку твою уже никак дезертиров. Как собак бешеных. Пулю и в кювет. Лично тебя пристрелю. И не в затылок, в рожу твою. Скотина хромая. Оставить, по-видимому, в решето их всех. Огонь! Огонь! Артем, скорее, нас сейчас кости разнесут! Блин, автомат тяжелый, отдача прям сильно чувствуется. Так. Идем. Вы куда смотрели, бараны? Они уже здесь. Не стреляй! Не стреляй! Я просто кочегар, я не с ними. Артем, бомбу ставь как можно ближе к котлу! Ага. Стопарик. Эти нас догоняют на паровозе. Держись! Держись! Князь. Так, надо от него свалить как-то. Ох ты. Артем, ты цел! Слава богу! Конечно, куда ж без нас. Поздравляю, теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и Зима. проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да,
примерно этого Хорошо я от сидим. тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава Ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя? Когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь, сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Идиот. Есть Классный мысль, но... позывной. Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за ковчег? Если Артем поймает позывные, все узнаешь. А если нет, то и говорить не о чем. Ты думаешь, этот ковчег все грехи спишет? Нет, но если есть идеи, что делать, милости прошу. Да, есть. Найти место, куда людей из Москвы вывести. Как Артем мечтал. Врагу всех сдать. Отличная идея. Знаешь, давай пока решать наши проблемы, а не всей Москвы. Ладно. Как там дела, Артем? Не нашел? Здесь же целый мир. Целый мир, и в нем можно жить. Ну-ка, ну-ка, это что? Код 1811-. Всем слушать. Квадрат 18-5. Повторяю. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Так, где Квадрат там номер? 18-5. Только сплотив ряды, Так, мы вот сможем здесь, преодолеть все значит. невзгоды. Ага, гора Ямантау. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? А вы... Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник?
А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? Бухло. Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Еще лучше. Да ну! А как насчет Авроры? Богини утренней зари и крейсер... сами знаете чего. Идиот фигни не скажет. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? Потом расскажу. Значит, и решено. Тогда за Аврору! За Аврору! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперед! Есть! Пойду я подышу свежим Ничего воздухом, себе что ли. маршрут. Сколько же нам туда ехать? Да, Как ты, кстати. Лёша? О, Ханечка. Ждал от Амура стрелу в сердце. Это куда я ролить-то? Магнитогорск. Офигеть. Ты точно в порядке? Я ведь тебя знаю. Магнитогорск, блин. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорываться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Что же тут за цифры-то справа, внизу? Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Беспокоится. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Там за Мы, туманами. кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ух ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Ух ты. Они по нам, что ли, лупят? Огневой контакт! Четверо, дрезина! Всем руку! Общий сбор! Фоторежим. Это что такое? Понятно. Обойчики фотографировать. Артем, давай бегом в рубку! Бегу. Артем, ты как, цел? Я кормлю бабай! Один цилиндр накрыл! Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! Проклятие! Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то.
Старичье, это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить, хоть пап с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет, но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту, там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские, деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артем, я тебе на карте пометил. Дуй туда, узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артемом? Как усиление? Нет, пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пошли, Артем! Может, день, может, больше. Понял, действуй. Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкции внутри. Ставим периметр. Да, материал, уж извини. Сам собирай. Идет, прикроешь его с Авророй. Пойдем, Артем. Вы там осторожней только. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь, колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Тут собираешься спускаться? Спускаемся. Ха-ха, ух ты, здорово. Слышал? Проверишь, что там? Проверю. Какой-то пузырек. Что, ничего нету больше, да? Назад придется идти. Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора ЛЭП. Для снайпера места лучше и не найти. Идем туда. А если нас подстрелят? Так, секундочку. Надо отойти немного. Так, мы здесь. А, это походу сохранение. Все. Вот эта штука моргает.
Артем, заяц! Что ты меня подстрелить предлагаешь, что ли? Секунду. Сейчас я посмотрю, может тут что есть. Туалет. Кружка. Артем, у причала есть лодка. Как закончишь, давай ко мне. Не, ну надо тихий ствол, но все-таки. Собираем все подряд. Сейчас, погоди, Янька. Я тут посмотрю, что еще есть. Че, я, кстати, с фонарем-то хожу. Артем, ну я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Греби отсюда, да? Удачи! Зверь этот. Артем, я наверху. Позиция отличная. Все как на ладони. Тут крабики. Ох, похоже, тебя заметили. Да. Артем, смотри, на колокольне женщина какая-то тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Так, а как пройти-то? Не вплавь же добираться. Или на лодке туда надо будет объехать. Пойдем на лодку. Плыву я, плыву. Мир тебе, добрый человек. Святой отец Силантий. Сектанты какие-то. Заходи в храм. Приобщись к свету истины. Сектанты, точно. Капец, куда я заехал?
Где ребенок? Сатанинское отродье. Выгнать и дело с концом. Точно. Недостойная милости царь рыбы. Изгнать их! Изгнать! Терпение, братья и сестры! Смирение и терпение! Ух ты. Меня закрыли. Спокойно, братья, спокойно! Запер супостат! Никуда не деться ему! Зашибись. Скоро здесь будут наши воины-подвижники! Скоро свершится суд правый над еретиком! Где ты, пацан? О, вот этот дядя с паровоза! Он нас спасти пришел! Правда, боже, я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силанти нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все расскажу. Уж насмотрелась за год-то. Лодка из тумана вынырнула. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите. Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артем, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Где тут еретик этот? На лодке пришел. Аккурат проповедь была. А потом что? Да вот вроде тут было потом. Кто здесь? Точно лукавый его послал. И отец Силанти говорит. Да знаю, я знаю. Рыба его разберет, что там было. И было. Не видел, куда делся. Ну, будто под землю провалился. Ясно. Ладно, бог с тобой. Пойду дальше искать. Ну что, братья, ищите лучше. Че, только две пушки могу носить, что ли? Артем, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Вроде было что-то, а теперь ничего. Ну и ладно. Сестра, вы еретика не видели? Как вы его не видеть, нет, ребят? Значит, видели? Нельзя смотреть на них. Отец Силанти говорит, нельзя! Слушай, а это точно еретик? Вижу. Ну вон там. Идет кто-то. Павел! Что это? Вот, смотрите, там, за ящиком. Кажется, что-то есть. Блин, куда идти-то? Что тут столько ходов? Вон там, на лестнице, что-то есть. В проходе! В проходе он! Кто тут, походу, идет? Чего мне бояться? Со мной же рыба. А кто против? Жалкий еретик. Может, сюда выйти? Эй, а еретик куда делся? Не мог же его сатана прибрать. Ах ты, нечисть.
потеряем. Найдем еретика, братья, пока он не скрылся. Ну, язычник, готовься к расплате за прегрешение! Сваливать надо от этой сектантской херни. Точно. О, может, на лодке удастся свалить. Так, стоп. Куда туда мне показывают? Тут, наверное, где-то можно лодку освободить, да? Или нет? Ну, куда-то сюда. Надо лодку спустить. Точно. Так, гребем отсюда. Стрелять-то у меня не будет. Ты как цел? Жаль, что без крови уйти не вышло. Теперь они еще сильнее нас возненавидят. Ладно. Артем, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Плыву. Ага. И отсюда. Креветка сраная. Все. Артем, сюда! Крокодил. Да. Не... Охренеть. Руку давай! Фух. Ты видел? Крокодилище. Это, блядь, что было? Кит? Нет, это не кит. Здоровый сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов.
А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это Ладно, нечестно. пойдем. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди, в бинокль гляди. Слишком ты разговорчивый. Возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там всего на пару. Ух, напугал ты меня. Оба-на. Что там за выстрелы? Сейчас сначала посмотрим, может тут что полезного есть. Глупо вышло. Надо было на том поле. Хотя тянули ведь и долго тянули. А тут лэп. Вообще... Не буду я тебя трогать. Патрон на тебя тратить. Или ты так за мной идешь? Отлично. А вот и Артем. Вернулся из бездны Живой! оккупации НАТО. А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает. Они клевые. И Катя, и дочка ее. Катя еще и медсестра, кстати. Катя, сестра, это спасибо хорошо. вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна-то и только. А, понял. Артем, подойди-ка. Артем, спасибо вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Да, дядя Артем, спасибо. И жена у вас хорошая, добрая и красивая. Вот. Вот, Тёма. Артём, зайди Я тебе после всегда бати ко говорила, мне. как Тут тебе тебя со мной подарок дичайше дожидается. повезло. Нам с ней всем повезло. Артем, Знаешь, подойди, она пожалуйста. Хорошо бы твоя Артем молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий Крест, механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за Крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем, потому что в целом только запуталось все сильнее. А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. В любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост.
Эх, что ж с тобой делать-то? Заменить я бы еще заменил, да нечем. Привет, Артем. Идиот. Здорово, Артем. Ты там молодцом Алёша. выступил. Наслышаны. Идиот и Алёша, А мы два тут сапога это, пара. окопались. Оккупантов ждем. И уже видели? Пока, правда, только на 4 ногах или с крыльями были. Скотинились от нашей экологии. Так, что у нас тут с патронами-то? С патронами у нас херовастенько. Блин, эти креветки еще сраные. А есть где пройти-то вообще? Переправа. Че, можно вообще переправиться? Нет? Походу нет. А, вон там автобус, сейчас там переправимся. Иди отсюда, я вас не трогаю. Вон точно сюда. Походу все-таки нет. Не точно. Я уж, конечно, что не догоняю. Не надо застревать в текстурах. Ну не это самое, не по проводам же пилить. Так, там зверье. Пойдем дальше. Может, в обход все-таки надо идти? Я вас понял. Это и то лучше. Еще. Что тебе? Не смог. Не смог. Думал, отобьюсь. Да блин, у меня что-то с патронами. Как-то плоховато.
взялись-то? На тебе, сволочь. Да. С каким-то тварем не мог справиться. Да блин, это пистолет какой-то. Нет, я его заменю. Плохой. Может их просто обойти, этих зверей? Что с ним связываться? Патронов у меня мало. Сейчас патронов соберем, тогда можно будет и воевать. Устал. Так, пойдем-ка вот сюда. Опа-на, бандиты здесь. Чё, мля? Пить дайте. Может, тебе, мля, еще и закусить на? Забашляют за тебя, хоть всю реку выпей. Не забашляют, некому. Вот! Вот он, сука, на! Падла, у вас много, да? Маслята вышли! Попадалово, бля! Дождь еще и пошел. Где ты там? Я эту суку прижал на! Давай, прижимай. Вижу бабу! Вот это! Получай! Еще? Аптечек-то нету. Кто-то еще тут бежит, походу, да? Или нет? Пацанчики! Как я тебя не попал-то? Помогите! Помогите! За рыбой, прошу! Развяжи! Кошмар. Кошмар. Куда я упал-то?
Ладно, спущусь по лестнице, так и быть. Помогите! За рыбой, прошу! Развяжи! Сейчас я тут залутаю все. Ну чё я тут нарвался? Просто с такой высоты упал и все. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. А, ты с этой секты. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя грех, а тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Ой, ну спасибо. Здесь, говорит, на острове схрон. Ага, вот туда надо идти. Что это за пушка? Понял. Схрон-то схроном, а... Где мне лодку-то взять? Блин, дождь еще и вкатил. Сейчас мы быстренько тут. Устал бегать. Ничего тут более нет. Тут, говорит, на острове схрон. Как до него добраться? Не подскажешь? Вон, погнали. Так. Чтоб тебя, а? Крокодильчик бегает. Блин, 11 патронов осталось. У вас двое, да? Фух. Пять патронов нет ни хрена. И все, более ничего нет. Так, стандартная армейская аптечка, содержащая обезболивающие препараты для защиты от оружия массового поражения. Собрать. О. Метательный нож. О, мы можем ножи собирать. Смотри-ка. А я что-то даже не знал про эту штуку. Все. Теперь будем знать.
Я думаю, что это я аптечку не собираю. А патрон тут нельзя собрать, кстати. Патроны, я думаю, нет. Ну-ка, давай-ка еще раз посмотрим. Ага. Собирать я собрался. Ах ты, зараза такая. Мышиная. Иди отсюда, скотина. Еще один. Патронов есть. Сейчас ведь нападет. Кто там? И чё, у меня больше нет оружия? Ты смотри-ка. Чё так плохо с оружием-то здесь? Я что-то не пойму. Может, поначалу, конечно. Надо заклеить, кстати. О, а тут что? Что-то есть. Живет что тут кто-то? О, верстак есть. Пистолетные патроны, автоматные патроны. 30-10. А у меня 3-8, да? Ножи, гранаты еще есть. Понятно. Обойдёшься. X6. Чё так много надо-то? Верстак. И чё, поспать типа можно? Фу, смотри, еще и поспать можно. Это типа мое жилье тут будет, да? 8 патронов есть. Чё, не хватает ни для чего? С 16. Разобрать можно.
Типа можно разобрать еще на запчасти и собрать какое-то количество патронов. Интересно. Патронов мало, конечно. Видите? Козлы, и вон еще эта херня летает. Так, сколько у вас тут? 1, 2, 3. Даже не 3, больше. Вообще мне нужно вон туда. Надо спуститься просто. И все. 8 патронов. Это вообще ни к черту. Абсолютно ни к черту. Чё такое медленный-то? Так, надо что-то найти. Типа оружия. А вот это что такое? Типа отсюда сюда можно приехать? Опа-на. Открытый мир. Не, к пацанам мне соваться не стоит. Знаете почему? Ого, почему? Домик нашел. Потому что креветки. Не, ну с пацанов можно лута взять, хотя бы с креветок-то лута не возьмешь. О, а тут что? Патрончики. Тринадцать патронов есть. Видел меня, что ли? Блин. Пропал! Внизу! Взял, засек меня. Зачем тебе это надо было? Зачем тебе это надо было? Это что там, бля, внизу? Блин, я не вижу где-то. Ты где ты меня видишь? Выверните тут все наизнанку, а то мало ли сколько тут этой сволочи прячется. Еще у меня, конечно, ножи есть. Хоть бы сейчас никакая сука не напрыгнула. Шумно. Тут со всех сторон. Вон он, сучара! Смотрите, как парит. Сука, бля! Чё за херня-то? Какая сука, бля, на шаре кидается? Сука, бля! Да чтоб ты... Все ножи только на тебя изгадил.
Так. Блин. Аккуратненько сюда зайдем. Внизу! Внизу! Где ты орешь? Девять патронов. Пацаны, ну с 9 патронами, конечно, надо справиться со мной, я не спорю. Фу-ху. 6 патронов. Я эту падлу прижал! Что такое? О. Прижал мне, говоришь? Один. Еще где? Внизу! Внизу! Ага. Все, патроны закончились. Ну реально нет патронов больше. На, сука, получай! Маслины вышли! На тебе, падла драная! Все, я пришел. Че, у меня нет аптечек, да? Прижал подлюку на! Прижал. Сейчас. Не, надо посмотреть на него. Это как это? Сколько осталось? 6 патронов. На тебе, падла драная! Баранчика свалили! Бабки позорные! Сука, будешь долгана! Привет, Форест. Ну, как-то туговато прям. С патроном тут, конечно, жестко очень. Что было в прошлом метро, тут, конечно, небо и земля. Очень жестко здесь с патроном. Прям вот реально думаешь. Так, 2 патрона для дробовика. Тут нет патронов. Здесь 6 всего. Прикинь, 6 патронов, да? Сняли, да? 2 патрона осталось, видишь? На, сука, получай! Я эту падлу... О, сняли сверху, отлично. Сверху отлично сняли. Сейчас нам вот это вот. Да ну нахер, башку лучше спрятать. Ну, сука мне. О, видишь? Сейчас вот тут еще по центру были.
Один. Еще где-то один. 11 патронов. Новая система не очень. Ну, возможно, но по крайней мере. Может, просто привыкнуть надо. Пацанчик, не шмаляй, сдаюсь я! Сдаешься? Где ты? Сдаешься, это хорошо. Не шмаляй, сдаюсь я! Все, братуха, сдаюсь я, сдаюсь! Сдаешься, это хорошо. Так. Что у них тут было? Придется менять патроны. Тут вообще однозарядник. Что такое? Смотрите, какой бах интересный. Шлем. Воду болтыхает. А я думаю, что за фигня? Давай еще раз. Ну? Как там говорят? Прикольно, прикольно. Че, взять дробаш? Блин, а тут одинаковый вид патронов. Так, теперь, как он там наверх-то забрался, скотина? А, вон лестница. Наверняка там патроны есть. Я сам сейчас на Волге прохожу. Ладно, давай пойду еще поиграю, еще потом зайду на стрим. Давай, Форест, приходи. О, спуститься можно. Не, ну класс, прикольно. Реально прикольно. Не. Че, можно спуститься, нет? Аккуратнее спускаемся, потому что... Так, нам куда? Нам тут надо все посмотреть еще, на всякий случай. Сюда надо зайти. Что тут есть у нас интересного? Ну, шкафы мы уже облазили. Да хорош долбить, поняли мы уже, что ты так могешь. Патрончики взяли. Оба-на. Страшно-то как. Так, тут у нас что? Тут, наверное, где-нибудь лодка есть, да? Блин, радиация. Да.
Поймал растяжку. Молодцы. Вот она, падла. В радиацию залез. Тут банка висит. Тут часовые. Не въезжай ее. Че мы тут зависли? Еще и пацанов к мосту заслали. Зайца святошить их нечего. Астраханским их не загонишь. Пока дойдешь, половина передохнет, а там еще бригаде Кривого по дороге отстегнул и в минусах остался. Не пыли, углы бы все под контролем. Пацаны там, чтобы чисто мостовики нас не спалили караванщикам. А че те караванщики везут? Баржу маслин или че? Ну что везут, все наше будет. Но фишка тут, буксир у них есть, понял? А остальные у астраханских рабов берут и бичевой ведут. С них 4 бригады живет. А есть что? А этим тропа не нужна, они до самого нижнего ходят, понял? И только на рынке отстегивают. А мы их хлопнем, и вся река наша. Сечешь? Секу. Глыбы реально мозга. А у них бычья много. Ничего, у нас пацанов больше. Выставим как лохов, а самих с бычьем вместе в Астрахань загоним. Пацанчик! Братва, тут тюшкан этот! Не, зря я так сделал. Очень зря. Тут что хорошо, тут думать сейчас заставляет. Куда пойти, стрельнуть или не стрельнуть. Но с патронами, конечно, полнейшая жопа. Не въезжай ее. Че мы тут зависли? Еще и пацанов к мосту заслали. Зайца святошить их нечего. Астраханским их не загонишь. Пока дойдешь, половина передохнет, а там еще бригаде Кривого по дороге отстегнул и в минусах остался. Не пыли, углы бы все под контролем. Пацаны там, чтобы чисто мостовики нас не спалили караванщикам. А че те караванщики везут? Баржу маслин. Ну что везут, все наше будет. Но фишка тут, буксир у них есть, понял? А остальные у астраханских рабов берут и бичевой ведут. С них 4 бригады живет. А есть что? А этим тропа не нужна, они до самого нижнего ходят, понял? И только на рынке отстегивают. А мы их хлопнем, и все... Здесь сучара это! Вот это сука! Черт. Так, братва, ща по шустрейку метнулись и суку эту мне достали. Да хоть чего выражаюсь. Путями. Какие хитрые. Блин,
Темно. Походу все. Ну-ка, Джойна и Тофа. Че, ушли, ребятки, да? Что это? Так, надо аккуратненько всех тут разделывать. Ну чё тут как? Ворот сразу? Надо вон тех двоих разобрать потихоньку, быстренько. А ворота скрипят как суки, аж на мосту слышно. Сейчас мы аккуратненько. Стой дальше, сам найду. Хорошо тут, мля, вижу туха малинан. Что, не слышал никто? Ножей всех 2 штуки. Может взять вот этот вот. О, вот это, кстати, лучше. Это получше будет. Ну-ка, чё, ты, мля, попал на? Попал, говоришь? Блин, это что за бах такой? Что за бах такой, когда я прыгаю? Тут есть первый этаж вообще. Класс, чё? Пацаны там гуляют, а ты тут стой. Существо это, не по понятиям. Ладно, стой дальше, сам найду. Надо, наверное, дальнего, а потом ближнего. Нихера мне поручить нельзя. Шокер, пацаны! Что значит К? Шокер, братва! Пацаны, перезарядка! Резко, вообще резко. Ладно. Не, ну вы видели, что творится, да?
Чё же я с этих пацанов-то не могу завалить? Крафтить постоянно надо. Шухер, пацаны! Да что ты? Ну все, это я труп. Я-то думал, кстати, что это самое. Вон он, пацанчики! Че, он не упал? Блин, а я же этот-то не снял. Кто сучара-то? Лови маслину, чушка пробитый! Чушка. Тут никого же нет. Пацанчики, сейчас шустренько все тут обошли, мне эту сучару привели, сечете тему? Ну и зашибись на. Эй, сучара! Чары, бля, прятаться! Вылезай, на, дай тебя за горлянку подержать! Братва, тут Так, модификацию для оружия нашел, да? А я что-то не пойму, где ее искать-то. Так вот, может быть. Пацанчики, сейчас шустренько все тут обошли, мне эту сучару привели, сечете тему? Ну и зашибись на. Красный лазер. А тут что? Глушак есть. Так, нам аптечек бы надо. Ну-ка чё, ты, мля, попал на! Пацаны, надо туда сломать все, пока ты шары идут не смотрю. Чуть долго с вами вожусь. Вожусь долго, блин. Скоты какие, а? Шухер, братва! Ща одной суки тут поплотнее трескано! Чё у меня такая? Что тут такое было? Где автомат-то? Вот этот же лучше.
Так, спускаемся аккуратненько. Вот тут вообще херня. Да ваших. Иди, выходи сюда. Вот здесь еще один. Да чтоб тебя, блин. Свет даже нельзя включить. Резкие вояки. Не, ну как бы в принципе правильно, да, что только вылез и меня сразу же валить. В принципе-то неправильно все это сделали. Это я просто немножечко привык к тому метро, что там как бы дают разгуляться по... Ну, щадящая система была. Во. Щадящая система была. А здесь уже, извините меня, ребят. Тут надо думать, как стрелять. И что делать вообще. Так, давайте вот сейчас что сделаем. Значит, тут К. Где ты меня видишь-то? Не стреляй по мне. Аккуратненько. Значит так. Что мы сейчас сделаем? Делаем аптечек. Прячься, сука, прячься! Мы, блин, такими пики смазываем! Есть одна аптечка. Наверное, прицел красный видит, да? Это ты как сюда прибежал? Не увидели? Ладно, погнали дальше. Надо разваливать им рожи.
Где? Я ж тебя прям в голову целился. Сколько вас тут есть-то, тварей? Отлично, сняли. Даешься? Братуха, я пас! Сдаюсь! Где тут сдаешься? Смольнул сразу. Может, еще вывернусь. О. Где ты там? Сдаешься-то? Так, пойдем до сюда. Тут пацанов почекаем. Да, тут собирательство, кстати, долго. Вот это вот. Сразу бы все брал бы, да и все. Че это ходить, вот это вот все зажимать. Это время же отнимает. Как они поверх никто не ходил. На ящик сюда забирался. 16 патронов, да? Так, все, всех здесь развалили, значит. Куда нам идти? Пойдем попробовать вон туда сходить. От голды отказались, да? Да. Пацаны тут в бытовочках живут. На растяжку сейчас не напороться бы. О, вот тут типа можно перебраться, да? А куда я пойду? О, может мы как раз на секретный остров? Или нет? Так, допустим, вот я сюда зашел. И что дальше? Здесь что ли?
Не, вон там. Там какие-то пацаны стоят. Не наш случай. Ах ты, креветка сраная. Карауль он меня. Креветка сраная. Вот это вот, блин, не ожидал. Чё, есть чё? Так, бензинчик. Нету бензина. Я понял, надо отыскать бензин. Чё ж так темно-то везде? Сейчас вот этих вот ребят тут надо развалить. Блин, тут крокодил. Еле ноги унесли. Вот уж бесовство. На живых людей паровозом ехать. Ты смотри, кто пожаловал. Ну, еретик. Пришел верных испытать. Оружием своим нас запугать хочешь. Не выйдет. Ну-ка. Ишь, каков смельчак! В мирных людей... Ишь ты, лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим обхождением. Понимание какое-то есть. Может, и не совсем пропащая душа. Да где там? Она у них, у еретиков, есть вообще душа. Так, там этот остров, да? Так я не понял. Может, тут где? Верстачок. Так, бронежилет. Компас. Наруч. Ствол удлиненный. Так, что тут есть? Оптика 4х. Оптику мы оставим. Красный лазер. Да красный лазер, он походу особо и не нужен. Почистить. О. Тут что у нас? X30 за 30 патронов. Офигеть, крафтинг.
Да, возни, конечно, долго. Но зато... Так я не понял, где это самое-то. Находки. Дневник. Памятки, служебная записка. Подсказки. Нам не надо. По идее мы дом нашли, правильно? Но вообще в ту сторону надо. Как идти здесь? Хрен его знает, да? Или вот по этим вот по болотам. Что такое? Зомбари какие-то. Это чё? Это вы откуда вообще такие взялись-то, ребята? Вашу дивизию. Камнем что ли меня кидает? Да откуда ты жрешь-то меня? Убежали. Да что такое-то? Чё его никак убить-то не мог? Капец какой-то. Не, ну вы видели, а? Я его никак не мог убить. Стрелял по нему, видите ли, стрелял. Люди озверевшие какие. Офигенно. Просто офигенно. Сейчас опять, не дай бог, какой-нибудь растяжка тут. Туда.
Сучёныш. Да ты сволочь такая. Охренеть. Ну, погонь! Эй, паря! Эй, там, внизу! Ау! Да тут я. Итого, поднимайся на крышу, сейчас я стрелу опущу! Да чё-то боюсь прыгать-то. О. Инструменты. Куда тебе идти-то? Не, походу сюда. Так, а где он тут был-то? Стрелу напустит. Не понял. Это где есть-то, мужик? Не, прыгать что-то мне не очень охота. Темно еще. Где ты есть-то, мужик? А, тут спуститься можно. И... Тут зомбари одни. А, вот он где. И куда ты мне хочешь стрелу спустить? Вашу ж мать!
Ой, дайте мне долезть. Сволочи. Кирпичами в меня кидаются, да? Смотри, лезут. Ну, погонь! Мужик, ты не охерел ли? О, давно бы так. А, вот ты где. Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка. Аж же приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хуч мутанты, дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу валить начали. Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, что да как. Ты где тут живешь, что трох? Секта тут, верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. Так, и чего? А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишкой еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой место немерено. Всяк получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток-то, в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее, где вагонов куча. Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мы логово. Показывай. А то я смотрю, где что тут ходишь-то, друган. Тут логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Я так вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты,
пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. Где магнитофон у тебя? В общем, братка, у меня этот чемодан не только что до виду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем мы, братка, на восток. Так, мне бы аптечек, да? Косяк. Я вот тут у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают. Вот ты можешь по канату вниз дунуть, берешь карабин, цепляешься и поехал. Но ты вообще их, если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу как ударили, сразу в полные штаны. Так, ты, конечно, много болтаешь слишком. Окей. В драку, говоришь, не лезть, да? Так, есть что залутать? Блин, ящиков куча, а что залутать не, а залутать ничего. Инструментишка только. Дамир, Артем, Сэм, у нас тут ситуация. Анна не выходит на связь. У кого какие мысли? Кто что знает? Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. А вы что, какие антенны? Так, Артем, живо туда. И вообще хватит клювами щелкать. Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы. Конец связи. Блин. Что это за антенна? Куда нам идти? Ух ты! Меня здесь нет. Шаровая молния. Не открыть. Что такое? Охренительно. Даша, ты была права. Они действительно растут необычайно быстро. Я только что видел двоих новорожденных, которых мы кольцевали. Вот, блин. Куда вообще идут я? Кто мне подскажет?
И куда? Оба-на. Пробежать никак нельзя, не получится. Один хрен, ничего интересного нет. Пошли, пошли, пошли. Антенну. Куда отсюда мне надо? Охренеть. Аномалия. И что делать? Там, может, и Анька у нас? Что это такое? Анька! Ее, наверное, током и долбануло. Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного. Так, отлично. Тут вообще опасно с этой херней ходить, тут все дымится. О! Хорошо, так. Что это за пушка? Сняли обвесы все. Сейчас опять каким-нибудь пауки тут вылезут. Катакомбы, блин.
Блин, откуда вас столько понабралось-то? Откуда реально у вас столько всего были-то? Повылазили. Тихо. Видимо, я правильно иду, раз. Да, тут столько всего всякого барахла понавалено. Опять фильтр. Надо, кстати, фильтров-то подделать. Чудок. Так, что-то включили. Свет включили. Блин, жалко на вас патроны тратить. Реально. Да, тут уже так, наверное, не получится. Закрыто. Артём, держись! Сейчас тут все накрошим! Аня, что с тобой? Аня! Надо полковнику сказать, что мы ее нашли. Хорошо, Артём нашел. Что это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше... Спасибо, родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Пошли. Еще чего. Я сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артём и ребята тут. Анька, до инфаркта старика доведешь. Вернешься, получишь ремня. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь ты ее за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все подсходили. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Тёма, правда, мне лучше. Все нормально. Угу. Обязательно. А чё, Сэмчик, как настоящая-то база оккупантов выглядит? Скажу, чтобы мы знали, если наткнемся. Ну как? Во-первых,
Я с тобой серьезно, блин? Че ты кривляешься-то? Ну и я. От какого хера мне надо знать, как выглядят сегодня базы, мэн? Я на них не был сколько? 25 лет? Понятно. Забор, вышки, патрули, техника, здания. Базы выглядят как базы, мэн. На Аврору, короче, надо. Сразу в бошку. — 18 патронов осталось. Так, ну хотя бы сейчас эта игра не вылетает. И так хорошо. Где пройти здесь можно? Бежим. Артем, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. Да ладно. А она врач, да еще знает, где целехенький вагон найти. Представляешь? Надо что-то делать. Мы пойдем назад, наверное. Да ладно. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну, ладно уж. Сожрут. До сих пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите. Может, нам в бой придется прорвать. Привет, Артем. Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо. Не Опа-на. подведу. Привет, Артем. Видишь, как все срослось? Артем, подойди. Садись. Артем, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда, Степа, мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней. Как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. Отдохнешь на все 100, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. Артем поможет. Не надо Аврору. У меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что 2 пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христа не пущу. Мы в 4 руки до утра с ремонтом проводимся. А тебе вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет.
Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли. Страшное дело. Из таких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий. Что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверя много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артем, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. Ну ладно уж. Такс. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артем, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты, и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. Окей. А вот такое оружейки, как у Аня, меня, нигде. спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артем, вы ведь на задание, да? Так. Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Он демонятам своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда. Они ночью появляются и светятся. Красивые. Артем, как здоровье, хорошо? Такс. Угу. Медведь. Понятно. Опять пилить. Окей. Так, ребятки, на сегодня все. Первый час, конечно, у нас прошел немножко в муках. Постоянные подвисания, но вроде потом игра раскочегарилась и пошла. Это счетчик километров. Вон, смотрю, метро 000-776 километров. Вот. На сим прохождение метро Exodus мы заканчиваем. Следующий стрим будет завтра. Спасибо всем, кто смотрел. Обязательно подписываемся, ставим лайки и до следующих стримов. Пока.